Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Секреты Outlook. Меня зовут Иван, и сегодня я по просьбе подписчиков канала попробую вместе с вами разобраться, что же такое за зверь Outlook для macOS, Outlook для Mac, чем он отличается от Outlook для Windows. Мы пройдемся по всем секретам, которые описаны в моих статьях на канале Яндекс.Дзен. Вот они здесь, вот секреты работы в Outlook. Тут 24 статьи. По всем им мы пройдемся и посмотрим, где же эти самые фишки находятся в Outlook для Mac. Удобен ли он, неудобен, чем он лучше или хуже. На всякий случай вот здесь вот я запустил Windows 10 виртуальную машину, в которой мы будем запускать Outlook для Windows, для того, чтобы сравнивать, где же находятся всякие опции, возможности и фишечки. Я надеюсь, получится такой неплохой обзор программы. Ну, а если нужно будет записать отдельные такие целевые видео о фишках Outlook для Mac, пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях. Или давайте сделаем так. Если это видео наберет 100 лайков, как принято в YouTube в последнее время, то я запишу отдельные видеоролики про Mac, про Outlook для Mac, про его отдельные функции. Каждую отдельно фишечку секрета раскроем. Давайте начнем. Я, как и вы, например, начинаю с того, что вот у меня только что установлен Office. Это Office 2019 для Mac, для macOS, и запускаю Outlook первый раз. Не знаю ничего про него. Вот вижу, что мне сразу предлагают настроить учетную запись. Настройка учетной записи электронной почты. Ну, давайте настроим. То есть, что мы сделаем? Мы настроим сначала учетную запись Outlook Secrets. Outlook Secrets у нас звучит так. Собачка Outlook.com. То есть мы настроим учетную запись Outlook.com. Это бесплатная учетная запись Microsoft Exchange. Нажимаем «Продолжить». Сейчас он должен меня спросить пароль, скорее всего. Подключение. Пароль. Так, пароль нужно правильно набирать сразу, чтобы не ошибиться. Вход в учетную запись. Итак, идет подключение. Опа! Зеленая галочка. Все у нас удачно настроилось. Нажмем «Готово». Так, вот мы настроили учетную запись Outlook.com. Как она выглядит? Она выглядит точно так же, в принципе, как и в Outlook для Windows. Вот. Так вот она выглядит. В входящих есть папочка «Готово». И такая же всякая фигня тут пришла, которую можно, в принципе, удалить. Продолжим. Ну, еще давайте для прояснения ситуации настроим учетную запись IMAP, то есть учетную запись Mail.ru. У меня есть Mail.ru. Как это сделать? Понятия не имею. Наверное, куда-нибудь надо нажать Outlook, параметры. Ага, вот есть учетные записи. Где у нас учетные записи? В Outlook для Windows они были вот здесь вот. Файл, настройка учетных записей. Вот здесь нужно было добавлять. Да, мы видим, что у меня этот Outlook в темной теме. Его, наверное, потом можно переключить, но пока мне так нравится. Оставим пока так. Так, что тут? Ну, наверное, надо плюс, да? Плюс создать учетную запись. Введите адрес электронной почты. У меня есть адрес электронной почты isavinmail.ru. Продолжить. Мне кажется, нужно было не так сделать. Ну, сразу видим, что он не понимает, что это IMAP, не IMAP. Давайте мы нажмем, что это вообще-то не Exchange запись. Вот, здесь есть IMAP или POP. Я думаю, что если бы мы с нуля настраивали учетную запись, то появился бы сразу этот диалог. А так он сразу не появился. Ну, давайте проверим ради прикола. Например, сначала вот удалим вот этот outlook.com учетную запись. Учетные записи удалить. Есть тут? Вот минус есть. Раз, удалить. Все, удалили, нет учетных записей. Параметры. Учетные записи. Добавление учетной записи электронной почты. isavinmail.ru. Продолжить. Нет, все равно не понимает. Ну, поскольку здесь я точно знаю, что это у меня учетная запись не Exchange, я сюда нажимаю и здесь выбираю IMAP или POP. Так, вот он что-то здесь уже вписал мне. Пароль. Пароль у меня запомненный есть. Сервер входящей почты. Здесь у меня специально есть такая шпаргалочка, которую я из настроек почты Mail.ru подтянул. Вот эти настройки нужно обязательно смотреть именно в настройках почты, да, они вот здесь вот в разделе «Помощь» находятся, «Помощь», «Почтовые программы», и вот как их настраивать.
Рекомендую сразу это делать, если вы подключаетесь к учетной записи IMAP или POP3, потому что порты могут отличаться. И имена серверов нужно точно прописывать. Так, сервер входящей почты. Ну, скорее всего, это IMAP Mail.ru, да? IMAP Mail.ru. Через точки. Порт 993. Правильно. SMTP. Сервер исходящей почты. SMTP. Я думаю, что это SMTP Mail.ru. Да. SMTP Mail.ru. Порт 587. А здесь у нас что? А здесь у нас говорится, что порт 465. 465. Порт поставим, раз так говорится. Протокол SSL использовать? Да. Все, добавить учетную запись. Это закрываем. Происходит магия. Опа. Так, зеленая галочка. Очень хорошо. Ну вот, теперь мы давайте добавим еще и outlook.com. Мы уже помним, как это делать. .com. Подключение. Тут он понимает, что это, собственно говоря, Exchange. Подключение к outlook.com. Оп, все, отлично, отлично. Вот у нас получилось добавить две учетных записи. Учетная запись по умолчанию у нас Mail.ru, а я так не хочу. Я хочу, чтобы вот это была. Помните, как у нас вот в этом Outlook тоже делаются учетные записи по умолчанию? Для этого у нас есть вот здесь вот галочка по умолчанию. А в этом Outlook, значит, наверное, где-то в другом месте. Я так подозреваю, что это здесь. Во. Вот я хочу Outlook Secrets по умолчанию. Все. Сделали. Тут еще какая-то галочка дополнительно. Думаю, что ничего тут трогать не стоит, если все работает. Итак, вот у нас две учетных записи. Одна из них outlook.com, другая из них Mail.ru. Все выглядит неплохо. Все выглядит неплохо. Давайте посмотрим теперь, значит, что по нашим статьям было первым секретом. Первым секретом был Ctrl-K. В чем его секрет? В том, что проверка подстановки адресов и вставка гиперссылок работает по этой горячей клавише. Давайте создадим новые сообщения и одновременно с проверкой форматирования текста узнаем, как же вот эта вот кнопочка Ctrl-K, есть ли тут такая, как тут вставлять гиперссылки и есть ли тут какая-то клавиша. Значит, вот кому. Например, я хочу отправить кому, а именно Исавин. Есть ли тут проверка адресов? Есть проверить имена. Вот она, кнопка. Раз, нажимаем. Ничего не получилось. А если вот Савин мы напишем, это моя фамилия, проверить имена. Он как-то сам проверяет. Давайте наоборот отправим вот от меня в сервису Outlook. Вот он сразу выскакивает здесь. Все это как бы кэш адресов. Тут уже, видимо, он проверяет мою... Или не кэш адресов, он проверяет мою адресную книгу. Проверить имена не предлагает. Вот Outlook Secrets. Ну, в любом случае, почему-то эта кнопка сейчас уже не активна. Вот почему она не активна, потому что я перешел... Ага, смотрите, если я перехожу на отправку с сервера Exchange, то эта кнопка «Проверить имена» становится активной. И наверняка тут где-то есть эта кнопка «Горячая клавиша». Давайте посмотрим, где же она тут есть. Проверить имена. Тут есть Shift-Command-C. Очень интересно. Shift-Command-C. То есть это Shift-Command-C. То есть если я здесь напишу что-нибудь такое, Shift-Command-C, это тоже, чтобы проверить имена. Ага. То есть он это делает, только ничего не работает, потому что, наверное, адресная книга так здесь не выглядит. И вот здесь вот в кому нельзя нажать. Очень плохо. Ну ладно. Например, мы отправляем письмо на адрес isavin.mail.ru, который мой, Ивану. Проверить имена. Проверили. Черновик. Проверить имена. Наверное, в корпоративной среде вот этот Command-Shift-C будет работать. И из корпоративной адресной книжки он будет подтягивать это. Так, давайте продолжим. Ну, какую-то тему мы напишем. Тест. Ну, что, теперь попробуем оформить текст, да? Это пробное письмо. Мы хотим проверить. И сейчас мы этот
текст размножим здесь. Вот мы его тут размножили. Что мы помним из оформления текста? Перейдем в следующую статью. Оформление текста. То нам интересно, как можно выбирать форматы текста и потом дальше форматировать, вставлять, делать абзацы, разметки. Все это описано в моей статье, в одной из них. Даже видео на эту тему снято. Можно посмотреть, туда сходить. Здесь я не вижу закладки «Формат». То есть, если вот мы, смотрите, посмотрим в Outlook при создании нового письма, если мы здесь что-то пишем, здесь есть формат текста, такая закладка, которая позволяет выбирать форматы и размечать. Здесь этого ничего нет. Я не вижу, по крайней мере. Есть только параметры. Вот, есть на закладке параметры формат текста. HTML или обычный. Соответственно, если HTML включаем, он говорит, вы хотите, чтобы все потерялось здесь, все будет потеряно. Мы говорим, да. Если мы переключаем обратно в HTML, все становится красиво. Кстати, вот можно исправить здесь правописание. Ну-ка. Вот, заменить. Тут что-то он ничего не предлагает, поэтому в котором плохая какая-то проверка. Заменить все. Теперь мы заменили, все, проверка сработала. Тут даже какая-то проверка читаемости есть. Проблемы с читаемостью не обнаружены. Отлично. Значит, есть поле скрытая копия, которая здесь включается, выключается. Она нам нужна. Сменить фон. Можно белым сделать фон. То есть тема будет отменена. Какие-то вещи здесь есть. Но меня интересует форматирование текста. Вот формат мы увидели, что он здесь. Да. А теперь как вот, например, я хочу вот это все сделать жирным. Да, есть. А если мы хотим выделить цветом, то это вот здесь. Если мы хотим отдельный текст выделить цветом, это есть. Соответственно, есть перечеркнутый верхний и нижний регистр, но я не вижу абзаца. Я не вижу абзаца. Например, я хочу сделать вот этот текст абзацем полуторным. Попробуем правой кнопкой. Правая кнопка. Вот, здесь есть абзац. Option Command M. Абзац. Пожалуйста, можно сделать полуторным. Есть такое дело. То есть вот это все еще здесь по правой кнопке находится. Шрифт и абзац. Шрифт, который можно сделать зачеркнутым, двойным, надстрочным, подстрочным. Так, и абзац здесь же находится. Вот привычный нам интерфейс. Как вы помните, в Outlook это все находилось вот в этой маленькой вот стрелочке. Здесь находился по шрифту, здесь по абзацу. Две маленькие такие стрелочки. Так, вот мы сравнили. Переходим дальше. Давайте посмотрим, что тут с таблицами. Вставка таблиц. Вижу таблицу. Вижу таблицу. Таблица вставляется. Мы можем внутрь этой таблицы навставлять картинок. Где тут вставка картинок? Рисунки. Поиск фото или изображение из файла. Ну вот из файла хочу изображение. Давайте вот это, например, изображение. Оп, огромное. Подтягиваем. Как мы умеем. За уголочек. За уголочек. За уголочек. Вот у нас есть одна птичка. И вот какую-нибудь еще ставим рисунок. Поиск фото. А поиск это что? Это он ищет в библиотеке фото на Маке. Это нам не надо. Давайте из файла. Соответственно, здесь вот еще какое-то есть другое. Тоже птичка, наверное. Вот она, птичка, да. Это попугай, у которого заклеен клюв. Так, вот есть картинки. Что с ними можно сделать? Тут предлагается только их обрезать. Обрезать можно. Это нам нравится, это мы любим. Обрезали. Больше тут особенно ничего такого нет. Кроме вставки и редактирования рисунков тут нет. Но если нажать правую кнопку, то можно сделать формат рисунка. А в формате рисунка тут есть все, что душе угодно. В стиле основных программ офиса. Например, можно сделать тень. Тень какую-то, которая на вот этой теме не видна, потому что она темная. Свечение и так далее. Вот этих таких вот классных заготовок я что-то не вижу, которые там были. Помните, в Outlook вот в этом, если вставляешь картинку, давайте тоже вставка табличка сделаем. Раз, два, три. Рисунки. Уменьшаем. В общем, это я к чему? К тому, что здесь была целая закладка работы с рисунками.
на которой можно было много что делать. Вот эти вот предложенными вот этими формами пользоваться, художественными эффектами, прочими обрезками и так далее. Здесь в Mac я что-то этого не вижу. Не вижу такого. Здесь вот есть закладки касательно таблиц, это уже неплохо. То есть можно выделить таблицу и, например, у нее что-то такое сделать, выровнять у нее внутри, автоподбор сделать, все как в Windows было, сделать заливку, отобразить сетку. А вот где, собственно говоря, разметка таблицы, которая... То есть тут нужно, наверное, выделить таблицу и правой кнопкой нажать. Границы и заливка вот появятся. О, только так. В общем, не могу сказать, что удобно. Давайте уберем все границы. Где-то тут эта кнопка должна быть тоже. Тут есть только заливка. Макет. Объединить, разъединить. Нету отдельной кнопки для того, чтобы убрать границы. Также мне не очень понятно вот по поводу картинки. Есть ли возможность сжать? Обрезать, размер положения, обтекание текста. Не вижу сжать. То есть они что, так вот в этом целом огромном размере и пойдут? Как вы помните, вот здесь можно было выделить картинку и использовать вот эту кнопку «Сжать». И сделать качество 96 пикселей для того, чтобы картинка много места не занимала. В Outlook для Mac я такого не вижу. Так, ну что же, вот вроде форматирования, вставка картинок и табличек. Все также работает, видно, где это находится. Единственное, не видно, где вот разметка, закраска, так сказать, в таблице границ. Вот это вот я не нашел. Что еще? По поводу гиперссылок. Если мы хотим вставить гиперссылку, то в Windows у нас был Ctrl-K. Ctrl-K. Если мы хотим вставить гиперссылку, вставка гиперссылки, это либо вот эта кнопочка, либо Ctrl-K. Видите? Ctrl-K. Значит, здесь у нас в Mac что? Кнопка гиперссылка у нас тут тоже есть. Вот она. Причем можно, скорее всего, вставить и такую гиперссылку типа сервер-файл. Окей? Она будет работать даже. И вместо кнопки ссылка можно нажать какую-то кнопочку. Я думаю, что это как что-то тоже К. Вот, гиперссылка. Вот, это Command K. Точно такое же K, только не Ctrl, а Command. Причем тут точно так же можно выбрать и вставить совершенно любую ссылку. То есть вместо Ctrl-K нажимаем Command-K. Вот, нажали. И вставлять ссылки можно любые. При этом даже можно, как и в Windows, подкладывать эти ссылки под картинку, например. То есть, выделив картинку, мы можем здесь нажать, что это какая-то... Вообще здесь, по-моему, можно что угодно написать. Вот, и она будет ссылкой. Видите? Она только работать не будет. Ну что, все остальное здесь все понятно. То есть, если работает то, что работает в Windows, то работает и в Mac. Должно быть так. Например, вставить только текст. Сохранить только текст при вставке, да. Отлично. Ну что, давайте отправим это письмо и посмотрим, как оно идет. Отправить позже. О, здесь есть опция «Отправить позже». Она прямо вот здесь находится. Прямо при отправке. Не нужно ни в какие параметры залезать. Для отправки позже это находится, собственно, под кнопочкой «Отправить позже». Ну, давайте сейчас 19:35, 19:36 выберем. Отправить. Интересно, будет ли он лежать в исходящих? Я вообще не вижу исходящих. Вижу только отправленные. Вот. Тест Ивану отправлен был. А почему он сюда не приходит? Вот, тест пришел. Пришел мой тест. Вот он, видите, картинка отформатированная, какая-то со ссылкой. А это не отформатированная. Так что вот такие вот дела. Все хорошо приходит. Если мы открыли, мы видим письмо. Что с ним можно сделать? Его можно удалить, архивировать, переслать, ответить всем. Почему-то кнопочки, видите, отличаются. Что-то не дорисовали здесь для 4К монитора. Переместить в папочку можно. Можно нежелательной почтой отметить. Можно создать правила. Можно сделать непрочтенным. Можно задать категорию. О, смотрите-ка. Можно поставить флажок. Ну, можно напечатать и прочее. Всякие быстрые действия. Кстати, вот эта панель сворачивается.
Всякие быстрые действия здесь недоступны. Ну что же, в общем-то, собственно говоря, ну давайте ответим что-нибудь. Принято. Поставим какую-нибудь высокую важность. Что еще можем здесь отформатировать что-то? Красненьким. Параметры. Зашифровать. Ну, для шифровки нужна настройка, это мы знаем. Вот что я успел заметить. Вместо того, чтобы тыкать кому, где мы обычно нажимаем мышкой кому, здесь вот где эти находятся адресные книги. Справа. Вот они находятся где. Не очень понятно, где он это все будет искать. В контактах. Вот. Он видит мои контакты. Хорошо. Адресная книга на компьютере. Он больше ничего не видит. Контакты. Ну, давайте Аристарху Дмитриеву отправим. Он так не дает сделать. Я вот просто хочу здесь добавить еще Дмитриева. Просто перетащить надо. Перетаскиваем. Перетаскиванием работает. Хорошо работает перетаскиванием. То есть, чтобы сюда добавить адрес, нельзя просто его выбрать из контактов. Вот. Тут внизу есть копия кому СК. То есть, для того, чтобы сюда добавить адрес, нужно его или перетащить. Вот так вот. Или внизу нажать одну из кнопок. Копия, например. Или скрытая копия. Тогда здесь появилась скрытая копия, такое поле SK, которое вот включается и выключается. Но его уже не выключишь, потому что здесь вставлен человек. Все закрыли. Отправить. Non-local recipient verification failed. Наверное, тут есть настройка для неотправки неместным реципиентам. Ну и ладно, как говорится. Давайте сверимся с нашим каталогом статей и посмотрим, что еще мы можем рассмотреть. Отложенная доставка мы посмотрели. Таблицы посмотрели. Шаблоны. Как вы помните, шаблоны — это очень мощная вещь. Очень классная. На эту тему я снимал даже видеоролик. Вот можно его посмотреть. Он тут появится. Рекомендую сходить на канал Secret Outlook, Outlook Secrets в YouTube и посмотреть. Собственно говоря, с этого канала мы и вещаем. Посмотреть этот ролик. Для того, чтобы письмо сохранить как шаблон, мы делаем в Outlook для Windows сохранить как и выбираем здесь шаблон Outlook. Шаблон Outlook. OFT получается файл у нас. Выбираем, где мы его хотим сначала сохранить. Да. Так, вот эти вот сообщения о просрочке меня начинают доставать. Надо где-то это выключить. Все, я отключил напоминание. Теперь они нас не будут отвлекать. Давайте посмотрим дальше про шаблоны и рассылки. Что тут у нас с шаблонами? Ну, например, я вот создам сообщение и хочу сохранить его как шаблон. Давайте его чем-то наполним. Так, идем, наверное, в файл, сохранить как шаблон. Нам тут прям предлагают. Ну, давайте сохраним как шаблон, пусть в загрузках даже. Шаблон для Mac. Сохранить. Как это будет выглядеть, если мы зайдем в наши загрузки, посмотрим. Вот он, шаблон для Mac. EMTPL называется файл. Если его 2 раза жмакнуть, открывается оформленный шаблон. Вполне оформленный себе. Адрес подставлен. Все хорошо. Можно использовать вполне. Так что рабочая тема. Шаблонная. Только мне вот интересно, а если, например, в календаре встречу я создам, можно ли ее сохранить как шаблон? Но это только опытным путем, надо будет проверить. Про шаблоны мы поняли. Рабочая тема. Давайте пойдем дальше. Картинки мы рассмотрели. Создание встречи в календаре. Давайте посмотрим. Что у нас с календарем тут? Переходим в календарь. Вот наш календарь. Кстати, вот мне что-то не нравится эта тема темная. Может, давайте попробуем переключиться? Где это? Наверное, у нас в параметрах. Параметры. Показать все параметры. Общие. Вот есть персонализация. Выключить режим темные цвета. Оп. У нас все стало красивым белым. Наверное, мое лицо теперь лучше видно. Давайте какое-то время в белой теме побудем. Тут еще вот есть вот новый интерфейс Outlook. Я еще пока не пробовал, что это такое. Давайте в белой теме побудем. Переходим в календарь. Календарь выглядит как календарь, как ни странно. Что тут? Можно создать встречу. Заполнить ее содержимым, как обычно. Тут вот есть адресная книга, где можно выбрать, наверное, переговорки. Если бы тут были адреса переговорок, то можно было бы их выбрать. Переговорка. Длительность, события на весь день.
Все как-то выглядит как-то не очень полно, не очень как-то куца. Вот если посмотреть в этот Outlook, помните, как здесь хорошо выглядит встреча? Любой, кто это делал, может это вспомнить, что когда создаешь встречу, тут это выглядит как-то мощнее. Хотя, с другой стороны, в общем-то, разницы особой нет. Просто в Mac стиле здесь все так выглядит. Так, что у нас здесь? Пригласить. Кому нас можно выбрать, либо выбрать из адресной книги. Мы помним, что здесь надо таскать вот так вот, либо выбирать поле обязательные, либо необязательные. Этим тут отличается. Можно провести планирование. Он свяжется с сервером и проверит доступность. Вот она, доступность. Работает здесь. Довольно-таки нормально видно это здесь. Можно двигать. Доступность, она уже прошла встреча, конечно. Вот так. Что вот это такое? Это свободен, занят под вопросом. Это напоминалка. Собственно говоря, запросить ответ, разрешить предлагать другое время. Можно вытащить категории. Сейчас мы посмотрим на них еще раз. Заметки к собранию из OneNote. Да, форматирование. Здесь все то же самое. Причем форматирование тут такое, что нельзя выключить HTML и как-то отказаться. Можно только вкладывать файлы, таблицы, рисунки и прочее. Ну вот как-то так. Ну что, все как бы вроде выглядит норм. Можно ли создавать шаблоны встреч? Интересно. Вот у нас какая-то, например, встреча. Сохранить как? Тут нет сохранить как шаблон. Файл сохранить. Только сохранить. Нет сохранить как шаблон, поэтому в Outlook для Mac не создаются шаблоны встреч. Как мы помним, в Outlook для Windows можно легко создать шаблон встречи. Да, вот здесь файл. Сохранить как. И тот же самый шаблон Outlook AFT. И будет это вам, пожалуйста, встреча. Без всяких проблем. Проверим еще раз. Здесь же нет никакой дополнительной опции. Не видно, по крайней мере, что можно было сохранить как шаблон. Отлично. Ну, в общем, сохранить и закрыть. Помните, мы в календарях использовали категории. Видите, у нас вот этот календарь в Outlook для Windows, он весь такой цветами размечен, и категории у него выставлены. Вот они тут. Мы видим, что в нашем Outlook для Mac тоже есть встречи, и тоже можно назначить категории. Задать категории. Важно. Задать категории. Неделя. И так далее. То есть это работает. Точно так же, как и в Windows. Вот здесь вот эти категории есть. Можно их изменить. Для разной учетной записи настроить разные. Кстати, это отличие. В Windows, по-моему, такого нет. Если ты заходишь в категории, все категории, он тут не предлагает учетную запись, для которой ты будешь их менять. А у нас ведь не одна учетная запись, да? У нас несколько их. То есть нужно в Windows зайти отдельно в каждую учетную запись, чтобы настраивать категории. А в Mac они настраиваются сразу здесь. То есть вот можно их настраивать. Это отличие, явное совершенно отличие есть. Группы контактов. Группы контактов есть в Outlook для Mac. Но насколько я успел заметить, если бы здесь была только одна учетная запись Outlook Secrets, то она бы не позволяла создать группу контактов. Список контактов здесь называется. И почему-то вот мой список контактов, который у меня там имелся, не подтянулся. Давайте создадим новый список контактов. То есть если бы это была только онлайн учетная запись, то там списки контактов могли бы не создаваться. Вот именно для сервиса Outlook.com это надо проверить. Ну а здесь у нас новый список контактов. Например, назовем его коллеги по работе на Mac. Добавить. Ага. А что добавить? Мне нужно их выбрать из адресной книги. А как я его выберу? Не понял. Как это сюда таскать, что ли? Так, удалить. А как? Не понял. Так, ну это явно какой-то косяк. Ну, сохранил я и закрыл. А где у нас? Как у нас? Вот я хочу всех вот этих людей добавить в список контактов. И мне что, это не разрешают делать?
И даже перетащить нельзя. Не понял? Вообще не рабочая тема. О, как все запущено. Копировать сведения о контакте. А если так? Добавить. Вставили. Ага. То есть нужно вот так вот копировать, а потом вставлять? Ой, ребят, да вы что? Это же неудобно. Добавить. Вот. Это он понимает. О, как все плохо-то. Все плохо. Сохранить, закрыть. И где этот список? Вот как мне его теперь увидеть? Я его не вижу. Где мой список? Вот он где-то здесь. Обновленные контакты. Интеллектуальные папки. Этот вообще не сработал. А перетаскивать можно? Список? Нет, нельзя. Ну, ребята, это мне не нравится. Это просто полный отстой, если это так. Если нельзя себе создавать свои списки контактов. Да как так? Так, давайте вставим на учетную запись Mail.ru. Здесь что у нас? Он не показывает. Нужно изменить на учетную запись по умолчанию, наверное, да? Давайте включим учетные записи. Сделаем по умолчанию. Закроем. Так, теперь у нас по умолчанию. Теперь перейдем в люди. И что? Где у нас, собственно, люди? Или у нас их тут нет? Непонятно. Совсем ничего. Совсем ничего не понятно. Интеллектуальные папки. Ну, интеллектуальные папки, это, наверное, Smart Folders. Это мы сейчас посмотрим. Так. Ну что же, встречи пришли. Встречи можно принять. И посмотрим дальше, что у нас было по плану. Значит, напоминание, голосование, панель быстрого доступа. Давайте прошвырнемся быстренько по этим темам. Я вижу здесь панель быстрого доступа. Здесь есть печать. И больше ничего особо так нет. Боковая панель настраивается. Лента. Лента? Лента включается-выключается. Правила, учетные записи, новый утлок. Так, что, может быть в параметрах это? Шрифта, замена, чтение. Так, по поводу панели быстрого доступа, она, похоже, не настраивается никак. То есть здесь есть кнопочки уже заготовленные, но больше ничего не предлагается сделать. Да, господа, панель быстрого доступа не настраивается. По поводу напоминаний. То есть можно отправить письмо с напоминалкой. Можно? Что-то я этого не вижу. Параметры. Что-то я не вижу, чтобы можно было отправить письмо с напоминалкой. Я не вижу здесь никаких ремайндеров. Я не вижу ремайндеров в параметрах. То есть этого что, нельзя? Да? Так, а если отправлять письмо из IMAP? Высокая важность, низкая важность. И никаких напоминалок нет. То есть напоминалками письмо отправить нельзя. А если вот оно пришло, можно назначить к исполнению себе же, да? Если нажимаешь «Ответить», то никаких напоминалок ты назначить не можешь. Соответственно, и голосование ты тоже назначить не можешь. Голосования работали, как мы знаем, только в учетной записи Exchange. Поэтому должно было бы вроде быть здесь. Можно только себе назначить какое-то напоминание вот к исполнению сегодня-завтра. Такие вот дела. Посмотрим дальше. Ну, кэш адресов это здесь не очень актуально. Как быстрее прикрепить файл? Это мы посмотрели, как прикрепляется. Файлы здесь прикрепляются обычным способом вложить файл. Других вариантов нет. Тут только есть одна кнопочка «Вложить файл», либо, соответственно, можно просто его перетянуть сюда. Перетягиваешь и все. Причем он вкладывается не как файл, а как картинка сразу. Это известная тема Mac, так же как в Mail Mac. Вложить файл, если ты вкладываешь какой-то Excel, то он вот так вот Excel. Нет такого, как в Outlook 2016. Если ты работал с каким-то файлом, то когда ты его нажимаешь кнопочку «Вложить файл», он показывает последние файлы, с которым ты работал, и это очень удобно в смысле вложения, что ты вот именно тот последний как раз и вкладываешь. Так, давайте посмотрим, что мы еще хотели узнать. Секреты поиска. Ну, что тут с поиском? Поиск, наверное, работает, скорее всего, так же, как и во всем остальном Mac. Здесь есть поле поиска, и в этом поле поиска можно искать письма от кого-то. Также, когда ты становишься в поле поиска, то появляется панель поиска, в которой можно формировать некий поиск. Вот отправитель, тема, вложение с вложениями, причем вложение сортируется по размеру. Пока мы ставим в поле поиска, тут есть панель поиска, в которой есть варианты разных параметров, а также есть вот эти вот
дополнительные варианты. Эти поля, которые можно удалить или добавлять. Вот здесь вот справа. И я вот все поудалял, нажимаю дополнительно. Вот здесь можно выбрать. Значит, когда нажимаем дополнительно, элемент содержит, и можно выбрать, собственно, что. Папку, учетную запись, текст, дата отправки, например. Дополнительно. Вот здесь нажимается, надо нажать плюсик. Как все не очевидно. Тему какую-то, например, содержит, еще плюсик. Содержит важность. То есть вот так же, как в Outlook обычном, настраивается этот поиск. Я напомню, здесь, когда мы становимся в поле поиска, тоже появляется такая же панель, в которой есть возможность добавлять какие-то поля. Отправлено. И вот они здесь сохраняются, добавляются они именно здесь. Здесь вот, чтобы их убирать, вот такие крестики есть. Так, хорошо, с поиском разобрались. Настройка самого поиска в параметрах, как описано в ролике моем про поиск, здесь она, в общем-то, так сходу не видна. То есть, где эта настройка? В общих нету. В учетных записях нету. И так далее. Ничего тут такого в настройках нет. Видимо, он использует механизмы поиска Mac, что очень понятно. Как сохранить... Как отозвать сообщение? Отзыв сообщения работает только в учетной записи Exchange. И, собственно говоря, если мы вот что-то отправили, здесь в Outlook для Windows был специальный такой параметр, специальная возможность отозвать сообщение. Я напомню, где это было. Если мы вот зайдем в отправленные, откроем какую-то почту, здесь вот такая кнопочка была «Отозвать сообщение». Вот видите? То есть нужно зайти в отправленные и нажать вот эту вот кнопочку «Действие», «Отозвать сообщение». Это работает, если у вас почтовые ящики находятся в пределах одной организации в Microsoft Exchange. Если они на разных организациях, это такая структура почтовая на серверах, то это не будет работать. В Outlook для Mac я этого не вижу вообще. То есть этого просто нет как класса. Это никакой опции. По крайней мере в этих кнопочках. Может быть в сервис есть? Сервис, сообщение, изменить, пометить, к исполнению задать, переместить правила. Давайте еще раз проверим. Ее вроде бы нет. Хотелось бы, чтобы была, но ее нет. Нету. Кстати, тут я вот внезапно увидел, что все-таки флажки-то есть. То есть отправить сообщение с напоминалкой можно. Это находится в меню «Черновик». Но я не уверен, что это к исполнению будет относиться к получателям. Добавить напоминание мы ставим. И это напоминание только самому себе. То есть, собственно говоря, да. То есть это то же самое, что вот этот вот флажок, который здесь. То есть он поставили, сняли. Поэтому по-прежнему этого нет. Глянем дальше. Вот этот интересный пункт про «ты скажи, что тебе надо» по поводу справки. То есть справка, если мы наберем, например, «как задержать», ничего такого он не предлагает, а вот «как», как вложение. То есть тут не очень-то... Тут интерактивная справка, например, категории. Задать категории. Пункты меню. Статьи, справки. Справка по пункту задать категории. Тут нет такой интеллектуальной справки, как в Windows, где можно написать просто что угодно. Что вы хотите сделать. Если вот you wanna do. Отозвать письмо. И открывается поиск из интернета, который рассказывает, как отозвать письмо. Это, кстати, классная вещь. Рекомендую пользоваться. Так, давайте посмотрим дальше. Флажки и категории мы посмотрели. Флажки есть только для себя. Категории настраиваются так же, как и обычно. Как автоматически добавлять свое ФИО? Это отличная тема, когда ты отвечаешь кому-то, чтобы была цитата, да? Чтобы он тебя цитировал и подсвечивал твои слова «отвечаю». И как это тут сделать, этот цитатник, собственно говоря, нигде не видно. Проверка, проговаривание, что-то, где мы здесь... Не могу найти, как сделать, чтобы цитатник работал. Нельзя это сделать. Если вы знаете, как сделать какую-либо вещь, о которой я сейчас говорю, не могу найти, то, пожалуйста, об этом расскажите в комментариях
будет интересно не только мне, но и всем. Я это обязательно в следующем ролике отражу. Похоже, придется записать несколько роликов про Outlook для Mac, потому что нигде не удается найти, как, собственно говоря, цитатник делать. Вот я сейчас напомню, что для того, чтобы можно было подсвечивать свое имя, когда ты печатаешь, чтобы было видно, что это от тебя, то можно вот здесь вот добавлять в начало примечания, галочку такую поставить в разделе «Почта» в параметрах. И тогда, когда ты будешь отвечать, нажмем «Ответить». Если я буду здесь вот печатать, то он будет подсвечивать, да, меня, цитировать. А здесь вот в этом Outlook для Mac я такого не вижу. И вот, например, да, вот мы ответить хотим. Ответить. Где это вот сделать так, чтобы он меня цитировал? Этого нет. Не вижу. Так, поэтому вот этот вот, как подсвечивать свое имя, нет такого пункта в Outlook для Mac. Задачи. Есть ли тут у нас задачи? Задачи есть. Вот они, tasks. Вот они также выглядят, в принципе. Создать задачу. Форма простяцкая. Есть форматирование только текста. Нет особенно продвинутых каких-то вещей по поводу описания задачи, срока. Только есть высокая и низкая важность, и все. Как-то совсем грустно. Как у нас в нашем Outlook с задачами было? У нас задачи вот выглядят так. И если создать задачу, в задаче для Outlook есть еще пункт «Подробно», в котором можно записывать какие-то дополнительные вещи, объем работ, затраты, помимо того, что помечать к исполнению и назначать кому-то. В Outlook для Mac я такого не вижу. То есть, если мы возьмем и создадим задачу новую. Раз, создали. Только пометить можно. Можно поставить повтор. Это хорошо. Повтор здесь такой простяцкий. Ну, в принципе, нормально подойдет. Так что как-то грустно, честно говоря, это видеть, что многие функции просто выпилены, как будто они не нужны. Может быть, конечно, я этого не вижу. Опять же, прошу вас, опытных пользователей Outlook для Mac, показать мне это, но я не вижу здесь вот таких вещей, которые в задаче в моей статье описаны для Outlook для Windows. Как настроить переадресацию? Это делается правилами, то есть, скорее всего, это правила, которые можно создать. Ну, какие-то правила он создать не может. Давайте добавим. А получится ли добавить? Для клиента Exchange добавить правила. Пересылка всех сообщений, если, например, мы хотим. Выполняются все условия. А я не хочу вот это ничего. Подождите, я просто хочу правила. Просто хочу правила. Сервис правила. Правила. Изменить правила. Я хочу изменить правила, добавить правила. При получении сообщения от такого-то выполнить следующие действия. Все удалить. Я хочу просто переслать. Тут нет перенаправить функции. Видите, тут есть переместить. Нет функции перенаправить. И поэтому есть только функция переслать. А это не является тем самым, что нам нужно было бы. То есть, когда мы хотим всю почту перенаправлять с одного ящика на другой, нам нужно правило, которое называется... Вот мы создаем новое правило, да? Нажимаем дополнительно и говорим, что вообще-то нам от все письма надо. И вот есть такая функция перенаправить. Перенаправить. В Outlook для Mac такой функции перенаправить нету. Вот. Нету. Поэтому такое правило по перенаправлению вы создать не сможете. Давайте попробуем в IMAP. Переместить, копировать, удалить, изменить, ответить, переслать. Все. В данном случае Outlook не поможет вам перенаправить всю вашу почту. Нужно это тогда настраивать в веб-интерфейсе. То есть пойти в веб-интерфейс, собственно говоря, Outlook. И там это настроить. Тогда, вероятно, там получится. Думаю, что получится там. О, смотрите, пришел отзыв. Пользователь хотел бы отозвать сообщение тест. Ну, сообщение пришло, а отозвать-то не получилось, потому что я говорю, что эти почтовые ящики должны быть в одной организации. Открыть в новом окне. Работает ли тут открыть в новом окне? О, открыть в новом окне работает. Пожалуйста. Открыть в новом окне входящие.
Открыть в новом окне календарь. Календарь. Календарь открыть в новом окне не работает. Правая кнопка просто не отрабатывает. То есть, если я даже удерживаю какие-то Ctrl-Option, ничего не открывается в новом окне. Только вот эти вот папочки входящих, ну, почтовые, да, открываются в новом окне. Не работают открыть в новом окне. Ну, как-то опять все очень грустно, не нравится. Мне не нравится так. Ну, по поводу автозамены, понятно, что найти папку макросы мы сейчас не будем рассматривать. По поводу автозамены тут есть автозамена. Вот она настраивается. Можно сделать автозамену, добавить здесь плюсиком, что вы хотите менять на что. Автоформатирование настроить. Так что это есть. Что мне еще интересно вот самому сейчас, что тут с интеллектуальными папками, как их добавить. Интеллектуальные папки. Помеченная почта, правка, удалить. А как интеллектуальную папку сделать новую? Наверное, где-то здесь. А где же интеллектуальные папки? Как их настроить? Так, интеллектуальные папки, я так подозреваю, что, наверное, настраиваются где-то в поиске. В общем, я прихожу к выводу, что надо посмотреть какие-нибудь англоязычные ролики про Outlook для Mac. Пока я их таких нормальных человеческих не видел, русскоязычных тем более. Вот эти вот попытки сходу взять Outlook, они не очень хорошо приводят к результату. Значит, по поводу сортировки и так далее, тут все интересное есть. Так, друзья, тут вот какое дело. Совсем забыл про импорт и экспорт почты в файл, про PST-файлы, дата-файлы и так далее. Давайте с ними вместе сейчас разберемся. Я запущу заново Outlook и посмотрим, каким образом можно сохранить свою почту в файл в Outlook для Mac. И что потом с этим файлом можно делать, посмотрим. Вот здесь вот есть экспорт. Элементы каких типов мы хотим экспортировать, собственно, все элементы. О, да, кстати, интересно, что можно указать, что экспортировать только элементы определенной категории. Вот как. Так, все элементы. Продолжить. Вот здесь тип файла архив Outlook для Mac. Сохранить как? Предлагается только так. А как еще? Больше никак. Выбора никакого нет. Давайте сохраним на наш сетевой диск в папку обмена Exchange, чтобы можно было потом попробовать это открыть на компьютере, на Windows. Да? Так, сохраняем. О, интересно как. То есть он вот таким вот образом просто в OLM файл экспортирует почту, да? Получается некий OLM файл. Идет экспорт почты. Интересно, а какие сюда попадут, собственно говоря, учетные записи? Все? Вот выбора никакого не было, да? Нам дадено. В общем, здесь ждем, пока я... Тем временем давайте экспортнем нашу почту из Outlook для Windows, тем, чтобы посмотреть, как ее можно ли ее вгрузить в Outlook для Mac. Вот что. То есть, понимает ли Mac файлы PST для Windows. Сделаем файл import and export. Import, export. Export файл. Здесь у нас в Outlook для Windows только PST файл, как мы помним. Вот я хочу экспортировать только вот этот файл, только вот этот почтовый ящик Secrets Outlook. Там у нас сплошные отбивки по календарю, поэтому мы поймем, собственно говоря, что это оно. Дальше. Скажем ему сохранить тоже на сеть. Вот Outlook Secrets PST, да, пусть будет. Окей. Готово. Без пароля. Собственно, все уже произошло. Да? То есть можно увидеть, что Outlook Secrets PST это очень маленький файл. Всего лишь 8 мегабайт. Так, как у нас там идет экспорт? Экспорт идет. Продолжаем. Итак, мы видим, что вот экспорт данных завершен. Это 8,37 гигабайта данных экспортировалось. То есть, таким образом вы можете свою почту для Mac выгрузить. Я так думаю, что она содержит все учетные записи, которые у вас тут были настроены, и всю почту, которая скачалась. Ну, конечно же, это нужно проверять. Ну что же, давайте посмотрим,
что можно с этим файлом данных сделать в Outlook для Windows. Можно ли импортнуть в Outlook для Windows почту Mac? Файл, импорт и экспорт. Открыть и экспортировать. Импорт, экспорт. Импорт из другой программы или файла. Нет, тут только PST есть. Нельзя из маковского файла сюда ничего загружать. Только PST. То есть, если это все файлы, и мы покажем Outlook для Mac, он скажет, что этот файл не поддерживается, не является файлом данных Outlook PST. То есть, здесь полный провал. Посмотрим же, что в Mac. Можно ли импортировать PST файл? Вот, можно. То есть, можно загрузить файл архива Outlook для Windows PST. Продолжить. Мы выбираем вот этот вот PST файл. И все. И он начинает его сразу нам импортировать, не спрашивая куда. А мы хотим, например, ну вот, стоит, наверное, указать, в какую учетную запись импортировать. Файл импорт. Давайте. PST. Импорт. И все, и сразу идет импорт, без всяких разговоров. Так. Но я не вижу никаких изменений. Давайте удалим. Все, нет. Теперь еще раз импортнем. Импорт. PST. Secrets PST. Так. Импортируем. И куда это все делось? Я ничего не вижу. Ничего не импортируется. В общем, какая-то очень мутная тема. Очень мутная. Поэтому ничего не понятно, но вроде как вот показывает, что импорт-экспорт возможен. У нас же вот здесь во входящих были вот эти календарные отбивки, да? Мы их хотели туда перенести. И мы их перенесли. Но они не импортируются. Непонятно ничего с импортом-экспортом. Вроде функция есть, но как это работает, в общем, пока не ясно. Вижу, что не сработало у меня. Так что вот. Придется записывать отдельный ролик, проверять прям все четко. Ну что же, господа, давайте посмотрим одну интересную еще вещь, которая меня лично интересует. И на этом я на сегодня закончу. Что же такое новый интерфейс Outlook? То есть вот этот вот интерфейс, он как-то более-менее еще похож на Outlook для Windows. Да, вот он. Как-то где-то какие-то аналогии можно увидеть. Но что такое новый интерфейс, меня прям немножечко пугает. Давайте попробуем его включить. Включаем. Следующие элементы не поддерживаются новым Outlook и не будут перенесены. Ну давайте перейдем на новый Outlook. Рискнем. Так, происходит, очевидно, перезапуск Outlook. Так, новый Outlook. Новый Outlook. Для обеспечения оптимальной работы будет координироваться с Microsoft Cloud. Я не хочу с Microsoft Cloud. Я не хочу. Я хочу непосредственно непосре. Что-то такое непосре я хочу. О, мы переключились в новый интерфейс Outlook. Очень интересно. Все переключилось. Выглядит все так более гламурно, я бы сказал. Очень похоже на веб-версию. И, собственно, что? То есть, что здесь такого особенного? Новые сообщения. Оно теперь открывается там же. Адресная книга находится здесь. Важность. Вложить подпись. Форматирование здесь. Панель инструментов можно настроить. Что-то мне это вообще все не нравится сильно. Ну, например, мы хотим, как мне ответить, вот так. Не ответишь. Как мне ответить? О, все как-то плохо. Все плохо. Предположим, вот письмо, на которое я могу ответить. На то нельзя было ответить. Шрифт какой-то другой теперь, правда, более похожий на майкрософтский Calibri. Форматирование прямо здесь. Вложить. Они считают, что все основные функции нужно только оставить было здесь. Отправить позже. Нет, господа, мне такой интерфейс не нравится, потому что нужно привыкать снова. Это какая-то вообще совсем новая программа. Она, конечно, выглядит гламурно так, но даже вот здесь вот новые поисковые запросы я не могу сохранить. Календарь посмотрим. Ну, как-то нормально. Контактики. Так, категории, все видно. Контакт. Файл создать. Вот, группу контактов создать нельзя, как я говорил.
тебе зато есть здесь Microsoft To Do. Ну, конечно, это мы знаем, что вместо тасков есть Microsoft To Do. Приложение заметки мне сейчас не нужно. Так, еще раз. Пойдем в дистрактирующую меня программу. Посмотрим на нее еще раз. Поймем, что это нам не нравится, и переключим обратно. Хорошо, что здесь есть кнопка «Переключиться обратно». Вернуться к классическому представлению. Да, господа, мы хотим вернуться, пока она перезапускается. Я здесь закрою Outlook для Windows. И, собственно говоря, попрощаюсь с ним на сегодня. Это все-таки проработанная, хорошая программа. Очень многофункциональная, в отличие от Outlook для Mac OS. Очередной раз, пока она запускается, призываю вас пойти почитать перечень вот этих статей. Он опять мне включил напоминания, которые мне не нужны. Он даже запомним. Отключить напоминание. Вот. Значит, вот этот интерфейс еще куда-то более-менее куда не шло. А вообще я хочу сказать, что я сочувствую людям и коллегам, которые работают с Outlook на Mac. Если это их корпоративный клиент, лучше, конечно, хотя бы в веб-интерфейсе работать. Это и того лучше выглядит, чем вот эта поделка непонятная Outlook для Mac. Конечно, красивые основные функции выполняет, но как-то, совсем. То есть нужно заново привыкать и однозначно, совершенно точно посмотреть мануал, видео, тренинг по Outlook для Mac. Я попробую сделать по своим же статьям конкретные короткие ролики по каждой из функций Outlook для Mac, когда закончу ролики по Windows, по Outlook для Windows. Спасибо вам, что смотрели, так долго вытерпели. Я, конечно, тут подрезать буду это видео, но в любом случае, спасибо вам. Подписывайтесь, ставьте лайк, поделитесь этим видео с теми, у кого есть Outlook для Mac. Очень буду признателен за ваши комментарии и советы под этим видео. Всего вам доброго, до свидания.